Намаскар, дорогие друзья! Мы с вами добрались до середины курса, с чем вас поздравляю. В эту честь я записал дополнительное видео, мотивационное видео. Рекомендую вам тоже посмотреть его. А сегодня я буду говорить, в этом видео буду говорить о дыхании. Дыхание – вещь не больше, не меньше божественная. Дыхание, дух, духовность – это все связано. Дыхание контролирует состояние твоего ума. От дыхания зависит, как проявятся твои таланты. От дыхания зависит работа твоего интеллекта, работа твоей памяти. От дыхания очень сильно зависит медитация. Поэтому, может быть, вы знаете, есть 8-ричный путь йоги. И вот первые 2 ступени йоги, в них человек учится взаимодействовать с внешним миром. 3-я ступень йоги – человек работает со своим телом. 4-я ступень йоги – человек работает со своим дыханием. 5-я, 6-я, 7-я – человек работает со своим разумом. 8-я ступень йоги – человек входит в чисто духовную сферу. Видите, снаружи движемся внутрь. И дыхание – это такая промежуточная. Вроде как она и в теле происходит, этот процесс. Но он уже очень тонкий, этот процесс, и очень сильно влияет на ум. Поэтому очень-очень важно уметь правильно дышать. Смотрите, какой парадокс. Дыхание – самая первичная вещь в жизни. То есть мы можем не есть много-много суток, хоть 40 дней, хоть даже несколько лет умеючи, можно не употреблять пищу. Можно не пить. Дней 10 можно выдержать, не употребляя воду. Но дышать сколько мы выдержим? 5 минут, 10 минут. Без дыхания мы не можем вообще. И несмотря на это, мы не умеем правильно дышать. Это самый первый процесс жизни. Но ему все равно приходится учиться. Вот, поэтому я хотел поговорить о том, как дышать правильно. От того, насколько быстрое дыхание, зависит состояние ума. Если вы пробежитесь, и у вас будет отдышка. Я вам дам какой-нибудь пример. Посчитайте 239 умножить на 48. Вы скажете, да, давай я сейчас отдышусь, и я тебе все посчитаю. Или я тебе скажу, вот конфета, скажи, она лимонная или апельсиновая? Ты скажешь, подожди, я отдышусь и все тебе скажу. Потому что я вот эти нюансы не улавливаю в беспокойном состоянии, связанном с быстрым дыханием. Если вы вставляете нитку в иголку, как вы дышите? Вы никак не дышите. Вы задерживаете дыхание. И потом, то есть максимальная тонкость требуется. Нужно, чтобы было скоординировано зрение, нервы в ваших руках, все откалибровано правильно. И требуется максимальное сосредоточение. Когда вы сделали вот это тонкое действие, тогда вы делаете. Поэтому, когда вы находитесь на вершине концентрации, вы всегда задерживаете дыхание. Есть такие люди, они делают скульптуры миниатюрные. Типа левша подковал блоху. Сейчас тоже есть такие люди, они увлекаются. Они делают, допустим, вытачивают 9 верблюдов в одном волоске. И вот они работают с задержанным дыханием. Дыхание очень отрегулировано. И между ударами сердца делают там свои поправки, в эти скульптуры. Иначе все разнесется. Сердце бьется. Поэтому, если мы хотим достичь вершины мастерства, нужно, конечно же, управлять своим дыханием. Некоторые люди считают, что я не интеллектуальный, у меня плохая память. Это может быть совсем неправда. Возможно, просто у тебя беспокойное дыхание. И это вызвано рядом факторов. В дополнительных видео тоже это будет обсуждаться. Например, диета. Из-за диеты запросто у тебя может быть беспокойное быстрое дыхание. Много сладкого употребляешь, запросто может ускоряться дыхание. Я об этом тоже позже поговорю. Посмотрите те видео. Ну и вообще, неумение, сам процесс дыхания, мы просто не умеем дышать, не дышим правильно. И от этого у нас масса психологических проблем, эмоциональных проблем, интеллектуальных проблем. И вот этот один маленький урок
он поможет избежать огромное количество этих проблем. Опять же говорят, что нам на жизнь отпущено определенное количество дыханий. То есть мы можем их быстро издышать, мы можем их дышать медленно, как хотите. Как мы дышим? Мы дышим, используя верхнюю часть легких. Особенно те люди, которые физические нагрузки не имеют, сидят в офисе. Вот эта вот верхняя часть легких задействована. Как устроены легкие? Легкие вот такой вот грушевидной формы они. Верхняя часть маленькая очень, и нижняя часть большая. И многие люди используют так называемое ключичное дыхание. Вдох-выдох, вдох-выдох. И потому что заполняется вот эта вот маленькая-маленькая верхняя часть легких, постоянная нехватка кислорода. Мы во время дыхания что? Мы получаем кислород, избавляемся от накопившегося углекислого газа, избавляемся от токсинов. Помимо этого мы еще получаем что-то очень особенное, очень ценное. Это называется прана или жизненная энергия. Жизнь невозможна без этой энергии. Эту прану мы получаем частично из пищи, частично из воды, частично из лучей солнца. И максимальное количество праны мы получаем из воздуха, когда мы дышим. Поэтому без еды мы можем жить долго, а без воздуха мы не можем жить. И вот когда человек живет так, вот он постоянно дышит, хронически дышит поверхностно, у него нет праны. Когда нет праны, праны не хватает, ощущается притупление эмоций, ощущается притупление интеллекта. Как надо дышать? Йоги используют полное йоговское дыхание. Вот давайте сейчас проэкспериментируем, посмотрим, как оно вообще дышится на разных уровнях. Дышите ключичным дыханием и наблюдайте за собой. Хватает вам воздуха, не хватает, быстро вы дышите, медленно дышите. Дышите. Теперь грудное дыхание. Наблюдайте за всеми ощущениями. Уже лучше, да? Глубже. Говорят, вздохнуть полной грудью. Но много требуется энергии на вот такой вид дыхания. Теперь брюшное дыхание используем, диафрагмой. То есть, когда вы делаете вдох, живот надувается. Самое глубокое, самое эффективное. Меньше всего энергии, больше всего расслабления и больше всего вентиляции. Теперь полное йоговское дыхание – это то дыхание, которое задействует все три уровня. Начинается вдох через диафрагму, раздули живот, потом продолжаете грудью и заканчиваете в ключичной сфере. Это полный вдох. Теперь выдох. Также начинаете с диафрагмы. То есть выбрасываете воздух из нижней части легких. Он выходит. И потом грудь и ключица. На самом деле выдох, это не такая... Его сложнее сделать неправильно. Да, то есть просто нужно стараться как можно лучше выдохнуть. Да, можно из ключиц начинать, не проблема. Вот. Старайтесь как можно лучше выдохнуть. Вдох мы все равно сделаем, но выдох – это не факт, что мы полностью избавимся от того старого воздуха, застоявшегося. И когда воздух у вас стоит, стагнирует в легких, он приглашает различных бактерий. Он говорит, здесь хорошо, приходите здесь жить. И это дает такую предпосылку для респираторных заболеваний, для простудных заболеваний. Поэтому очень важно, особенно когда вы, допустим, асаны делаете, да, физические упражнения йоговские, особенно когда вы медитацию делаете, старайтесь выдыхать максимально полно. Вот. Но в медитации мы не можем прямо вот так вот полностью сосредоточиться на дыхании, иначе мы будем медитировать на дыхание только. Нам нужно там делать процесс медитационный, поэтому я рекомендую, как делать. Это будет ваше домашнее задание. Перед медитацией 4, 5,
6, 7, 10 вдохов. Сделайте глубоких йоговских дыханий. Почувствуйте, как тело ваше расслабляется. Введите себя вот в эту модель дыхания. А потом дышите, как вам вздумается. То есть забудьте полностью про дыхание и дышите. И постепенно тело перевоспитывается. Оно перевоспитывается. В течение всего дня тоже. Допустим, на работе вы находитесь. Обратите внимание, как я дышу. И сделайте 2-3 глубоких вот таких вот вентиляций. Вы обнаружите, что разум сразу освежается. Опять жизненная энергия возвращается. Во время конфликта система готовится к боевому вылету, в боевое состояние входит. Вы уже готовы спорить, вы готовы там неприятные слова говорить друг другу или просто обижаться готовы. Обратите внимание на дыхание. Сделайте 2-3 глубоких цикла дыхания. И вы обнаружите, что есть масса других решений. Творческие функции ума включаются, и вы думаете, нет, сейчас ругаться не буду в следующий раз. Сейчас можно другими методами это решить. У вас бессонница. То же самое. Провентилируйте свои легкие. Успокойте свой ум. Вот поэтому ваше задание будет перед каждой медитацией. Несколько глубоких циклов. В течение дня обращайте внимание, как вы дышите. И потом вы об этом забудете. То есть это некоторое время нужно попрактиковать, потом вы об этом забудете, но тело уже будет автоматически дышать именно таким образом. И это решит огромное количество проблем. Да, эмоциональные проблемы, очень много эмоциональных проблем уходит. Проблемы с памятью, с интеллектом, они тоже уходят, когда ты начинаешь правильно дышать. И это очень блаженно. Мне писал кто-то, говорит, да, но это же так блаженно. Я себе не представлял. Я не знал, что так это вообще, это прям улет, это космос. Я говорю, ну да. А почему улет, почему космос? Потому что прана успокаивается, и вместе с праной успокаивается ум. И люди даже не подозревают, насколько это блаженно пребывать в состоянии покоя. Мы не понимаем. То есть ум постоянно вибрирует, постоянно в каком-то беспокойстве, постоянно в каком-то стрессе находится. И когда вдруг он обрел это состояние спокойствия и блаженства, ты думаешь, о, вот оно. И медитация, конечно, значительно улучшается, когда вы дышите таким образом. Все, спасибо за просмотр. На следующем уровне мы начинаем погружаться в более такие глубинные аспекты духовной практики. Я буду говорить о том, как открыть эмоции свои, как включить высокие эмоции, как открыть этот эмоциональный поток. Когда ты просто концентрируешься, это одно. Но когда ты чувствуешь любовь, когда ты чувствуешь поток вот этого мира, любви, радости внутри себя, медитация совершенно другого качества. И мы будем изучать практику, которая открывает вот эти ваши высокие эмоции, позволяет вам чувствовать внутреннюю радость. Так что практикуйте прилежно все, что вы изучили до этого, и встретимся на следующем уровне. Намаскар.